Здравствуйте! В этом видео я пошагово покажу процесс создания такого чудесного бисерного жгута на 10 бисерин при помощи крючка, начиная от первой петли и заканчивая оформлением концевиков и замочка. Расскажу вам, как и чем я наполняю такой браслет, чтобы он держал форму. Начнем с набора бисерин на нитку. Использую нитки ирис и чешский бисер, десятку. Берем тонкую иглу, чтобы бисеринка свободно проходила, и обычную швейную нитку. Складываем эту ниточку пополам и два кончика одновременно продеваем в ушко иголки. Вот так. На конце у нас получается петелька, в которую мы вдеваем нашу рабочую нить. Подтягиваем кончики нитки, чтобы она не выскользнула. И в общем-то и все. Можем набирать бисерины. Так как браслет одноцветный, то набираем весь бисер подряд, без выдерживания какой-либо схемы. Вот так иголочкой накалываю и протягиваю бисеринки дальше на рабочую нитку. Это не весь бисер для такого браслета, я набрала немного для примера. На такой браслет у меня ушло где-то 2,5 5-граммовых пакетика чешского бисера десятки. Когда весь бисер нанизала на нитку, можно приступать к плетению самого бисерного жгута. Делаю первую петлю. Я ее не считаю, в нее будем замыкать колечко. И дальше набираю 5 воздушных петель, половину от толщины будущего жгута. 1, 2, 3, 4 и 5. И замыкаем колечко в первую петельку. Косичку складываем пополам рисунком внутрь. Убираем хвостик нитки, чтобы не мешал. Получили вот такое колечко на 5 воздушных петелек. И в это колечко провяжем 10 петель столбиком. Протягиваем под первую косичку, я вяжу за 2 дольки, и протягиваю нить. Теперь на крючке 2 петельки. Снова захватываем рабочую нить и протягиваем в эти 2 петельки. Во вторую косичку захватываю и протягиваю. В третью. 1, 2. Четвертую захватили и протянули. В пятую косичку 1 и 2. Теперь в шестую. Начало вязки самый сложный момент. Держать неудобно, и надо не ошибиться с петельками. Дальше будет легче. 7 петелька. 8. 9 и последняя 10. Вот такое колечко получили, основу для будущего жгута. Делаю второй ряд из 10 петелек, пока без бисера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь будем вплетать бисер. Отсчитываем 10 бисеринок и подвигаем поближе к плетению. И по такому же принципу ввязываем бусинки. Всунули крючок, подвинули бусинку поплотнее, провязываем 1 и 2. Снова берем под косичку, подвигаем бусинку, протягиваем и еще раз. И так провязываем до конца первого ряда. И вот последняя 10-я бисеринка. Такой получился первый ряд. Снова отсчитываем 10 бисеринок. По такому же принципу, как делался второй ряд, плетется весь жгут. Теперь вплетать легче. Косичка прямо возле бисеринки. Бусинку предыдущего ряда отклоняем направо, наружу. Сверху кладем новую бусину и провязываем. Следим, чтобы нитка не обмотала ничего, а ровно шла в плетение. Мне нравятся жгуты, выполненные столбиком, потому что бисеринки четко оказываются снаружи, не проваливаются внутрь вязки. По удобству можно брать крючки больше, чем 0,6. Единичка тоже подойдет.
Все зависит от нитки, плотности вашей вязки и вашего личного комфорта. Вот что у нас получается. Когда немного провяжем, будет удобнее и держать, и добавлять бусины. Я продолжаю аккуратно вплетать второй ряд бисеринок. Таким же способом буду вязать дальше до нужной мне длины жгута. Я немного провязала, и чтобы жгут был упругий и красивый, я добавлю немного синтепона, можно добавить холофайбер. Проталкиваю крючком понемногу, не сильно плотно, а так, слегка. Проталкиваем, чтобы не оставалось торчащих ворсинок синтепона. Вот такой жгутик получается столбиком, бусинка к бусинке, аккуратно и красиво. Благодаря наполнению при нажатии жгут красиво держит форму и не проваливается. Продолжу вязать браслет. Вот такой жгутик получился. Думаю, он уже будет как раз по запястью. Последние пару рядов провяжу просто столбиком, без бусин, так же как мы делали в начале. И закончу вязку. Остался последний штрих – оформить края этого красавчика. Мне пригодится один виток мемори проволоки, чтобы браслет держал форму и был круглый. Приготовлю 2 концевика, подрежу нить, а то сильно длинная. Одену концевик, он идеально подошел на толщину получившегося жгута, и вставляю мемори проволоку, аккуратно нанизываю браслет, прокалываю синтепон, стараюсь, чтобы проволока шла по центру браслета. Одеваю концевик и круглогубцами оформляю петельку. Кусачками откусываю лишний кусочек проволоки. Таким же способом оформлю вторую сторону браслета. Одеваю концевик, закручиваю петельку и отрезаю лишний кусочек проволоки. Добавлю 2 соединительных колечка и замок-карабин. Вот такой красивый браслет получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. У меня там много интересных идей для декора. Ставьте лайк этому видео и оставляйте комментарии. Удачи в вашем творчестве. Пока-пока.